В этом видео мы разберем, как определяют движение рынка, отмечать ключевые точки и понимать, в какой момент тренд действительно меняется. Также я покажу, как использовать структуру на разных таймфреймах, чтобы понимать, в какую сторону логичнее рассматривать сделки и не торговать против контекста. Поэтому досмотрите это видео до конца. В финале я покажу, какое видео посмотреть следующим, чтобы правильно продолжить эту тему и не допускать типичных ошибок уже на реальном графике. Сейчас же мы разберем с вами такую тему, как структура рынка. Это, я считаю, самая основная тема, которая должна быть в понимании у каждого трейдера, который должен знать. А что же вообще такое структура рынка? Это последовательность максимумов и минимумов, которая позволяет определить тренд и дальнейшее ее движение цены. А что такое восходящий и нисходящий тренд? Восходящий тренд — это когда ценовые максимумы и минимумы выше предыдущих. То есть вот этот максимум у нас выше вот этого. Вот этот максимум у нас выше вот этого. Вот этот минимум у нас выше вот этого. Вот этот минимум у нас выше вот этого. Это восходящий тренд. Нисходящий тренд — это когда вот этот максимум ниже вот этого. Вот этот максимум ниже вот этого. То же самое с минимумом. Каждый минимум все время ниже. При восходящем тренде у нас, конечно же, будут в приоритете лонг-позиции. При нисходящем тренде у нас будет шорт-позиция. То есть здесь мы открываемся в лонг, здесь мы открываемся в шорт. Почему мы так делаем? Потому что, когда мы работаем по тренду, вероятность нашего успеха, она намного выше, чем когда мы открываем контртрендовые сделки. У нас есть обозначение для восходящего тренда и для нисходящего тренда на графике. Эти обозначения называются higher high, higher low, lower high, lower low. Вы видите, как они изображены на графике. То есть это у нас восходящая структура, это нисходящая структура. К сожалению, в реальности все выглядит чуть-чуть иначе. В реальности же график выглядит рвано и вот так вот. Как понять, где правильно поставить структурную точку? Структурная точка — это самая высокая и самая низкая структурная точка. То есть здесь мы ставим самую высокую структурную точку. Вот здесь вот мы не можем поставить структурную точку, потому что эта точка не является самой низкой. И поэтому мы ставим вот здесь структурную точку, нашу самую низкую. Также мы не можем поставить вот здесь вот нашу якобы высокую структурную точку, потому что самая высокая структурная точка вот здесь. С нисходящим графиком все то же самое. Вот это самая низкая структурная точка, это самая высокая структурная точка. То есть здесь мы не можем ставить, она вот здесь вот является. Переходим к следующему слайду. Когда мы видим, что у нас один тренд сменяется на другой тренд, то это значит, что у нас произошел слом структуры. Здесь это у нас был восходящий тренд, он сменился на нисходящий тренд. Здесь был нисходящий тренд, он сменился на восходящий тренд. Мы это называем break of traction, либо слом структуры, обозначаем как босс. При каких условиях и как правильно обозначается босс? При восходящем тренде мы знаем, что у нас самая минимальная, самая низкая точка должна была бы находиться где-нибудь здесь. Но так как у нас самая низкая точка оказалась ниже предыдущего минимума, то это нам показывает, что у нас произошла смена характера движения. И это значит, что у нас зарождается уже нисходящий тренд. И тут мы отмечаем это босс. А в нисходящем тренде, когда он меняется на восходящий тренд, все идет противоположным образом. Мы знаем, что при нисходящем движении каждая наивысшая точка должна быть ниже предыдущей. В данном примере у нас новая наивысшая точка, она выше предыдущей. Тем самым у нас образовался босс, и тем самым мы видим, что у нас идет смена характера на восходящее движение. Сейчас мы разобрали, как устроена структура рынка. Но на реальном графике одних максимумов, минимумов и сломов недостаточно. Следующий шаг — это понять, как определяется правильный откат и что такое IDM. Это я подробно разобрал в следующем видео, оно логично продолжает эту тему. А если хотите пойти глубже, у меня есть углубленный материал, который называется «Продвинутая логика рынка». Там мы разбираем структуру, IDM, ЧОЧ и правильные расстановки стопа. Все ссылки будут в описании, но сначала я рекомендую посмотреть видео по IDM. А сейчас давайте перейдем к синхронизации таймфреймов. А что вообще это такое? Смотрите, у нас есть часовик, я его отметил таймфрейм 1H, это часовой таймфрейм. У него здесь восходящая структура. Этот квадратик, я его зазумил и перевел на 15-минутный таймфрейм. В этом квадратике у нас, видите, вот здесь вот есть какое-то нисходящее движение. На 15-минутном таймфрейме тут будет сначала восходящая структура, потом будет слом на нисходящую структуру, а потом заново будет слом на восходящую структуру. Сейчас мы это разберем. Вот эта вот линия, это вот восходящее движение. Когда мы доходим до вот этой точки, вот эта точка вот здесь, у нас происходит слом структуры, у нас происходит нисходящий тренд. И мы движемся в нисходящем тренде. Когда мы доходим до вот этой точки, у нас 15-минутная
структура меняется на восходящую, и мы идем дальше по восходящей структуре. И вот это называется синхронизация таймфреймов, когда у нас 15-минутный таймфрейм перевернулся, и когда он синхронизирован. То есть у нас тут и восходящий, и тут и восходящий. Как мы можем это использовать на практике, чтобы заработать? Мы отмечаем для себя зону интереса. Конкретно о зоне интереса мы уже поговорим в следующих видео, как ее правильно отмечать. А в этом видео мы разбираем структуру. Вспомним, что при восходящем тренде у нас каждый минимум должен быть выше предыдущего. Поэтому по нашей идее мы должны будем здесь вот открывать нашу позицию в лонг. Но как нам понять, будет ли у нас здесь точка в лонг, либо не будет? Смотрите, мы переходим на 15-минутный таймфрейм. То есть, еще раз, как я говорил, вот эта линия, это вот эта линия, вот эта линия, это вот эта линия. Вот это зона интереса. Мы смотрим, что у нас делает 15-минутный таймфрейм. То есть, если у нас 15-минутный таймфрейм пойдет вот так вот ниже, то у нас, получается, наш часовой таймфрейм сломается, потому что вот здесь вот он идет ниже, и у нас вот этот минимум, он пересечется, и все, у нас будет босс, у нас будет слом часового таймфрейма. Мы доходим в нашу зону интереса. Как только мы приходим в зону интереса и смотрим, что у нас делает наш 15-минутный таймфрейм. Наш 15-минутный таймфрейм разворачивается и делает слом структуры. И 15-минутный таймфрейм меняется с нисходящего движения, с вот этого на вот это. Мы понимаем, что все, часовой таймфрейм и 15-минутный таймфрейм, они синхронизировались, и мы можем войти в сделку в лонг. Мы входим в сделку по направлению движения. Структуру рынка в этом ролике мы разобрали. Следующий шаг — это понять, как она связана с правильным откатом и IDM на реальном графике. Именно этому и посвящается следующее видео про IDM. В нем я разбираю правильный откат, индюсмент и их связь со структурой рынка. А если хотите пойти еще глубже, посмотрите углубленный материал, который называется «Продвинутая логика рынка». В нем я разбираю структуру, IDM, чёрч и правильную постановку стопа. Сначала я рекомендую вам перейти к видео по IDM, оно логично продолжает этот ролик. Ссылки на видео и материал я оставил в описании. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ставьте лайк и всем хорошего дня.